Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас рыбалочка, да не просто рыбалочка, а естественно с готовкой. Ну, я надеюсь, у нас все получится, во-первых, поймать, а во-вторых, чтобы они вкусно это все приготовили. Это у нас, знаете ли, местечко довольно прилично, нам пришлось уехать, ну, где-то минут 40, наверное, если пилить от Пhan Thiet, а от Mui Ne и того дальше. Соответственно, все цены, сколько это стоит и так далее, будут появляться. Ну а прежде всего, давайте попробуем что-нибудь поймать. На удивление, снасти здесь не самые плохие, по крайней мере, катушка, хоть и без ручки и прочее. Шнур, достаточно грубая снасть, но, впрочем, мы и за не очень нежной рыбой приехали, как обычно, пираньи самые. В качестве наживки используется тестообразный комбикорм, короче говоря, недолго думая, куда-нибудь в середину. Сейчас еще вот подъехала телега тут какая-то с ошметками рыбы и вообще не пойми что, типа кормить будут. Ну вот и посмотрим, может закормят. Я не знаю, вон в середку куда-нибудь забросим. Вот так. О, порядок. И здесь у них также предусмотрены еще и вот такие стаканы. Клюнет, надеюсь, увидим. Нормально вот так вот подкормочки навалили нам. Видимо, я далековато забрасывал, нужно поближе. Интересно, эти овощи пираньи тоже жрут? И арбузы, и все остальное. Специальные травоядные пираньи. О, видал, какие крупные рыбы там? Ты посмотри, что делается. Ты посмотри, это крупняк подошел, прям здоровый. Надо прям тут ловить. Ты видал? Прежде всего пришло что-то большое количество людей, пускай ловят, вытаскивают огромных этих пираний, я не против. На мой взгляд, рыбалка требует некого уединения, насколько это вообще возможно на платном пруду. Короче говоря, куда бросать, я не знаю, пускай будет там. Зато я сейчас вам покажу, как я устроюсь. А это, на мой взгляд, очень важно. А вот примерно вот так. Я в теньке, в беседке, здесь у меня удочка. Ну, если что, перехватить и вытащить на свободу есть. И самое главное, сок, который здесь тоже привозят и доставляют. А вот что клюнет, подождем. Ну да, вроде не особо и мелкая, так что-то и не сопротивлялась поначалу. Слушай, хорошая. Да. Ох ты. Нормально ходит. Тихо, тихо ты, давай. Там О! Красотуля. Иди сюда. Опомнилась. Я ее с полводоема подтянул. Она вообще о себе не говорила, а тут решила заявить. Давай, давай, давай. Так, в сачок, в сачок. Красава. Тяжеленькая. Ничего такая. Слушай, ну наш размерчик. Ты посмотри. Ничуть не хуже, чем там. Ты погляди, а? Слава богу, не за брюхо. Все как положено.
Видал? Не, тут без плоскогубцев никак. У нас они есть. Секунду. Иди сюда. Вот так. Слушай, ну вот это да. Ты погляди какая. Я первый раз такую пиранью ловлю. Поросеночек. Ну вот так вот рыбинку поймали. Эту мы уже заказали, чтобы она готовилась. А сейчас мы с Ромой поразвлекаемся и если что-то прицепится, просто отпускаем. Как обычная спортивная рыбалка. Поймал, отпусти. Мы приехали сюда на разведку, потому что хотим это местечко включить, может быть, если все будет хорошо, в нашу экскурсию. А именно, если вы рыболовы и если вам интересно здесь кого-нибудь поймать и уж тем более поесть и приготовить, то это место можно заказать в рамках экскурсии вокруг Бинтуан. Вам не интересно ехать в храм Будды, вам интересно поймать рыбку, можно взаимозаменить точки без проблем. Проверяем, насколько это хорошая точка. Что ж, господа, наконец-то из этого водоема мы переместились в более приятное место с точки зрения еды, потому что там мы ее добывали, а здесь мы ее будем пробовать. Пиранья наша потянула аж на целых 3,5 килограмма. Поначалу, когда я ее тащил, я такой, что за мелочь? А потом она, как вы видели, дала боя. Отлично, классно и здорово, что мы хотя бы не пустые ушли. Но вообще, уже несколько туристов ездили на это место, но мы пока их просто так отправляли, договариваясь там с кем-то. Никто не уезжал без улова. Так что, в принципе, и нас сегодня тоже радует. Особенно крупный размер, потому что у нас сегодня 5 человек здесь. Я когда было начал просить у них, а вы приготовьте нам дипфрай и отдельно хот-пот, они такие, нет, мы все знаем, как сделать и приготовить пиранью вкусно и здорово. У вас будет филе пираньи на всех и отдельно хот-потик. Но в данном случае хот-пот, который не бурлит, а вот он уже сваренный супчик, и все здорово. Мне очень нравится такой подход. Ну, потому что это отдельные вот такие вот начосы, филешки. Сейчас будем пробовать, а если в них еще и костей не будет, я тогда просто сниму шляпу. Да, конечно, по ценам. Вход на водоем, так же как и присутствие на территории отеля, то есть можно и в море искупаться, стоит 150 тысяч донга с человека. Дети бесплатно, что нас, в общем-то, порадовало. Затем рыба стоит 150 тысяч донгов за килограмм, когда вы ее поймали, оставляете и вот просите таким образом приготовить. Ну или каким-либо другим образом приготовить. Так что рыба нам обошлась, поимка и ее готовка, в 550 тысяч донгов. Ну и соответствующее количество донгов мы заплатили за людей. Все, приступаем к еде. Давайте посмотрим, что за филе. Слушай, сочность присутствует. Это как минимум. Ага, от кровяной части пираньи они не чистили. Слушай, интересно, а вот пока что я косточек не вижу. Но это мы узнаем, когда будем жевать. Шкура, кровяная прослойка рыбы. Угу. Ну, то есть нарезали, но пока я косточек не вижу. Сейчас попробуем, узнаем. Давай еще один какой-нибудь кусочек, Ром. Видишь, здесь тоже шкура. А вот смотри, вот это, очевидно, косточка присутствует. И вот такой вот чисто наггетс. Ну, косточки, да, вот, видите? Вот она. Все-таки имеются они, не до конца не чистят. Так что эти наггетсы придется потреблять с осторожностью. Ну, руки у нас чистые, поэтому просто кусочек мяса. В этом нет костей. Вот тут есть косточки. Это отличные рыбные начосы. В целом я могу сказать следующее. Есть с осторожностью. Косточки вот так вот отдельно можно сбрасывать, а по вкусу у меня претензий нет. Сама по себе рыба может быть не особенно выразительная, но то, что вкусный кляр, и то, что это заходит и приготовлено классно. Другими словами, молодцы. И мне нравится вариант готовки. Не нужно ковыряться, просто берешь вот такой вот кусочек и вот
Да. Здорово. По поводу же супчика давайте посмотрим, что они здесь нам положили. Да, в общем-то, такие же вполне себе куски. Да, и тут еще, смотри, свежие стручки, потом каких-то много овощей разных. А это, подожди, это не ананас или часом? Ром, подожди, смотри. Да, это, походу, ананас. То есть у нас здесь еще и фруктовая составляющая. Ну и хорошо. Я ничего против не имею. Ни бамии, как видно, это она, ни стручков, ни ананаса. И вот хорошенький еще кусочек рыбки. Вот так. И бульончик. Вот она. Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием рыбный соус, благо на столе есть и соевый, и рыбный. Это, господа, для эстетов. Мне попался кусочек абсолютно без костей, это классно, они тоже встречаются. Можно разнообразиться. Остроты нам принесли, не знаю зачем, но отдельно еще и соль. Черный перец, понятно, видимо, смешать с солью, только лайма почему-то не принесли. А так, соответственно, не только голые вот эти наггетсы можно есть, но еще и использовать соус. Да, у нас на очереди супчик. Что они наварили? Интересно. Судя по бульону, наваристости особо ожидать не приходится. Да, он больше травяной. Но вкусный. Мушки, я только налил рыбный соус, а вы сразу налетаете. Знаете, вам рыбный соус, пускай у вас летают. Ну, я добрый. Достаточно непритязательный, но в то же время приятный аромат бульона. Что по поводу наполнения овощного? Ну, понятно, что классно и здорово заходят те самые росточки. По-моему, это еще ростки бамбука. И, кстати, ананас в этом бульоне, он и, во-первых, замечательно чувствуется. О, еще и острота я попалась мне. Что интересно, ух, и острота. Когда ешь кусочек ананаса, он все отдал в бульон. Серьезно, вот когда ешь кусочек ананаса, он чуть-чуть более ярко выраженный, нежели сам бульон, когда пробуешь просто. Да, это ананасовый рыбный бульон. Я первый раз такое пробую, и я не могу сказать, что это плохо. Рыбка достаточно сухая, несмотря на то, что это суп, обычная. Вы знаете, в данном случае я бы ее сравнил, ну, например, с вареным карпом, либо вареным лещом, ну, практически с любой нашей обычной речной, либо озерной рыбой. И костей ровно такое же количество. Что по итогу я могу сказать про этот супчик? А вкусно. Неожиданно, необычно и вкусно. Да, и совсем забыл сказать, у нас еще и плошка хорошенькая такая риса тоже присутствует, поэтому можно смело в бульончик еще и рисца. Ну, либо вот с рыбой так можно тоже. Никаких претензий, рис сварен отлично. Ну, впрочем, здесь все пользуются рисоварками, а техника подводит крайне редко. Роман, твое мнение? Ну, для начала, по поводу рыбы. Мне очень понравился кляр. Он прикольный. Он на себя забирает часть вот аромата вот этого болотистого у мяса. Я чувствую но. Ну да, само мясо и сама рыба, она по вкусу, конечно же, вот с местным вот этим вот болотистым привкусом, который почти во всей пресноводной рыбе здесь присутствует. Я бы, ну, наверное, наловил бы и отпустил ее, не стал бы готовить, ну, потому что лично я наслаждения никакого не получаю от такой рыбы. И что касается супа, вот суп тоже очень вкусный. Мне прям понравился, такой свеженький, легенький. Классно. Тут другую рыбу бы туда, и было бы вообще. Ну, мы просто эту рыбу заказали, мы ее поймали.
таком исполнении, на мой взгляд, Роман, кстати, вот я только сейчас об этом подумал, а в таком исполнении, а зачем крутую, хорошую рыбу? Ну, чтобы и кляр был вкусный, и мясо было Да, вкусное. и вот и кляром испортить вкус благородной рыбы. Осетра вот так приготовь. Я наоборот буду говорить о том, что какого черта? Наоборот, подчеркнуть вкус хорошей рыбы. Вкусом хорошего Кляром. Ну да. Так он хороший. Не уверен, что это так работает. Кстати, напишите, если действительно вы считаете, что кляром, кроме как дополнить вкус не очень хорошей рыбы, можно. На мой взгляд, если ты берешь действительно качественный хороший продукт, стейк вагю или там осетринку или семгу, например, то, мне кажется, в кляре это только исключительно испортить этот продукт. Мое такое мнение. Может быть, сегодняшний обзор слегка бедноват по разнообразию блюд. Ну, в общем-то, это и не мудрено, потому что основная его затея была показать в том, что здесь существует симпатичное пейзажное местечко, где можно порыбачить, можно после этого приготовить и, соответственно, поесть. И они классно это делают. Мне понравилось сегодня и клярное пиранье, и особенно, наверное, даже супчик, потому что с ананасом. Ну, короче говоря, это было очень вкусно и приятно. Посещение этого места, я бы сказал так. Отдельно это для фанатов рыбалки, а вот в рамках экскурсии, на мой взгляд, это очень даже неплохо. Вы везде покатались, все посмотрели, вы, может быть, даже устали и, соответственно, со своими вторыми половинками под вечер заскочили порыбачить. Там есть бассейн, там есть пляж, вот он здесь. И вторые половинки у вас купаются либо загорают, вы быстренько ловите рыбу, и под завершение вечера вам прекрасно, как вы видели, ее готовят. Да, на мой взгляд, это отлично и здорово. В рамках, как говорится, экскурсии. Так что, да, на мой взгляд, это хорошее, симпатичное местечко. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Я одну косточку проглотил, но хотя бы она не застряла. Ну вот, и Ромка уже с камеры, когда подходит, значит, раз, я ее на поверхность поднимаю, а там такая... Ну, она дала жару уже, когда мы ее собрались вытаскивать, да. Так, хорошо, отрезали. Я чуть просто воздухом, слюной чуть не подавился сейчас.